50 тысяч лет назад под толщей океана скрылась цивилизация, стертая с лица Земли так тщательно, что от нее не осталось ни единой строки в учебниках истории. Если это правда, то все, что мы знаем о происхождении человечества, лишь малая часть куда более древней и пугающей истории. Сейчас ты узнаешь, какие следы затонувшего мира ученые находят на морском дне и почему кто-то мог намеренно уничтожить память о нем. Начнем с того, что за последние 30 лет уровень Мирового океана в глазах ученых перестал быть чем-то постоянным. И вот в чем дело. Во время последнего ледникового максимума, примерно 20 тысяч лет назад, огромные массы воды были заперты в ледниках. Уровень моря стоял почти на 120 метров ниже сегодняшнего. Это значит, что территории, которые сейчас лежат под водой, тогда были сушей, равнинами, долинами рек. По подсчетам геологов, площадь суши, ушедшей под воду при таянии ледников, сопоставима с площадью целого континента. Именно на этих затопленных землях и разворачивается спор, который уже несколько десятилетий не дает покоя археологам. Классическая наука утверждает, первые сложные общества возникли около 10-12 тысяч лет назад, с началом земледелия на Ближнем Востоке. Все, что было раньше, доп, это разрозненные группы охотников и собирателей, не оставившие после себя ни городов, ни письменности. Но есть исследователи, которые задают неудобный вопрос. А что, если самые ранние поселения строились именно на побережьях, у воды, где было проще всего добывать пищу? И что, если все они сейчас скрыты под морем, недоступные для лопаты обычного археолога? Одним из первых, кто заговорил об этом всерьез, был индийский океанолог. В 2001-м у побережья штата Гуджарат в Камбейском заливе эхолоты исследовательского судна зафиксировали на глубине около 40 метров правильные геометрические структуры. Прямые линии, прямоугольные очертания, напоминающие фундаменты зданий, расположенные вдоль русла древней реки. Со дна подняли обломки дерева, керамику и предмет, который в лаборатории датировали возрастом свыше 9 тысяч лет. Для официальной хронологии это было почти невозможно. Получалось, что кто-то жил и строил здесь задолго до признанных первых городов. Похожая история произошла у берегов Японии. Еще в 1986-м дайвер у острова Йонагуни наткнулся на массивное каменное образование под водой. Ровные террасы, прямые углы, ступени, уходящие в глубину. Геологи спорят до сих пор. Одни видят в этом естественный разлом песчаника, следы человеческой обработки. Но сам факт того, что подобные структуры заставляют серьезных ученых сомневаться, говорит о многом. И вот здесь появляется ключевой поворот. Дело не только в отдельных находках. Дело в том, что вся наша карта древнего мира построена по суше, потому что искать под водой дорого, сложно и почти невозможно без специального оборудования. Мы фактически изучаем историю человечества по ее меньшей, случайно уцелевшей части, а большая часть возможных следов на дне, погребенная под слоями ила и десятками метров воды. Именно поэтому цифра в 50 тысяч лет звучит так тревожно. Это эпоха, когда, по данным генетиков, современный человек уже расселялся по планете, обладал сложной речью, символическим мышлением, хоронил мертвых и создавал украшения. Мозг человека того времени ничем не отличался от нашего. Вопрос лишь один. Чем этот человек занимался все те тысячелетия, о которых у нас почти нет данных? И не могло ли на затопленных побережьях возникнуть нечто, что мы просто не в состоянии увидеть? Но самое странное во всей этой истории — не то, что следы трудно найти. Самое странное в том, что некоторые исследователи всерьез утверждают, следы не просто скрыты водой, их будто бы кто-то целенаправленно стер. Прежде чем говорить о теории намеренного уничтожения, стоит выстроить факты по порядку. Именно так, как их находили под водой на протяжении последнего столетия. Первая по-настоящему громкая находка случилась не в открытом океане, а в Северном море, между Британией и континентальной Европой. Еще в 1931-м рыболовецкое судно «Калинда» вытащило вместе с сетями кусок торфа, внутри которого лежал костяной наконечник гарпуна, тщательно обработанный человеком. Место находки лежало в десятках километров от ближайшего берега. Позже геологи доказали, что вся эта область — огромная затопленная равнина, которую назвали Доггерленд. 8 тысяч лет назад здесь были реки, болота, леса и стоянки людей. Сегодня со дна Северного моря траулеры регулярно поднимают кости мамонтов, оленей и обработанный кремень.
Сегодня со дна Северного моря траулеры регулярно поднимают кости мамонтов, оленей и обработанный кремень. Это уже не гипотеза, это подтвержденный затонувший мир, где когда-то жили тысячи людей. Следующий по хронологии эпизод разворачивается у берегов Флориды и Мексики. В подводных пещерах и карстовых провалах, залитых водой, дайверы и археологи обнаружили человеческие останки поразительной древности. В пещере, известной как Ой-Балум на полуострове Юкатан, нашли скелет девушки, получившей имя Ная. Радиоуглеродный анализ и датировка по минеральным отложениям показали возраст около 12-13 тысяч лет. Когда она была жива, пещера была сухой. Вода пришла позже, поднявшись вместе с океаном и запечатав следы целой эпохи. Дальше — Средиземноморье. Побережье Израиля, близ Хайфы, на глубине около 10 метров, лежит поселение Атлит-Ям. Его исследовали, начиная с 1984-го. Под водой сохранились каменные фундаменты домов, колодец, очаги и загадочная конструкция из вертикально поставленных камней, окружающих источник пресной воды. Возраст поселения около 9 тысяч лет. Здесь же нашли скелеты людей, а в костях 2 из них — древнейшие известные следы туберкулеза. Атлит-Ям важен тем, что это не спорное образование и не игра природы. Это бесспорный, детально изученный город, который целиком ушел под воду. Каждая такая находка отодвигает границу известного все дальше в прошлое. И вот что складывается в общую картину. Везде, где человек селился у воды, а селился он у воды почти всегда, поднявшийся океан методично поглощал следы его присутствия. Устья рек, дельты, плодородные низменности, самые удобные для жизни места, все они первыми оказывались под водой. Здесь важно понять масштаб проблемы. Уровень моря поднимался неравномерно и не всегда медленно. Геологические данные указывают на периоды резких скачков, когда за столетия вода прибывала на несколько метров, а иногда на десятки. Один из таких эпизодов известен как таяние ледниковой массы примерно 14 тысяч лет назад, когда уровень океана подскочил стремительно. Для прибрежных поселений это была катастрофа. Земля, на которой стояли дома нескольких поколений, за короткий срок исчезала под соленой водой. Океанографы и палеоклиматологи собрали доказательства этих скачков из кернов льда Гренландии, из отложений на морском дне, из коралловых рифов, которые росли строго на определенной глубине и потому фиксировали уровень моря как линейка. По этим данным восстановлена подробная кривая, где и когда стояла вода на протяжении последних 50 тысяч лет. И эта кривая показывает жуткую вещь. Большую часть человеческой истории, самые обжитые побережья, находились не там, где сейчас берег, а гораздо дальше, на территориях, ныне полностью затопленных. Сложите все вместе. Найя во Флориде и Юкатане, Доггерленд под Северным морем, Атлит-Ям у Израиля, структуры Камбейского залива и Йонагуни. Ни одна из этих находок сама по себе не доказывает существование развитой цивилизации. Но вместе они доказывают другое, куда более фундаментальное. Люди жили на затопленных землях в огромном количестве, и почти все, что они после себя оставили, теперь скрыто под водой и почти недоступно для изучения. И именно на этом фоне рождается самый провокационный вопрос всей истории. Если под водой лежит целый утраченный пласт человеческого прошлого, то почему ни в одной древней культуре, ни в одном мифе, ни в одной записи не сохранилось ясной, прямой памяти о том, что там было? Почему воспоминание о затонувшем мире дошло до нас только в виде обрывков и легенд о потопе? Некоторые исследователи считают, что этому есть объяснение, и оно куда мрачнее простого действия воды. Именно в этом промежутке в летописи Земли происходит целая череда событий, которые по отдельности объяснимы, но вместе выглядят как совпадение слишком плотное. Начнем с того, что стало известно науке достоверно. В Австралии в это время исчезает почти вся мегафауна. Гигантские сумчатые, огромные вараны, нелетающие птицы весом в сотни килограммов. По данным палеонтологов, значительная часть крупных видов континента вымерла в интервале между 50 и 45 тысячами лет назад. Точная причина спорна. Обвиняют и климат, и человека, только что пришедшего на континент, и пожары. Но сам факт резкого перелома в этот период установлен твердо. Дальше — вулканы. Примерно 74 тысячи лет назад произошло извержение супервулкана Тоба на острове Суматра.
одно из крупнейших за последний миллион лет. Оно выбросило в атмосферу столько пепла, что по одной из гипотез вызвало резкое похолодание на несколько лет и едва не уничтожило человечество. Генетики нашли этому косвенное подтверждение. Анализ ДНК показывает, что в определенный момент прошлого численность предков современных людей сократилась до критически малой величины, возможно, всего до нескольких тысяч способных к размножению особей. Человечество прошло через так называемое бутылочное горлышко, узкое место, Человечество прошло через так называемое бутылочное горлышко, узкое место, за которым выжили лишь немногие. Сложите эти факты рядом. Массовое вымирание крупных животных, следы климатической встряски, резкое падение численности людей, и все это в геологически коротком окне вокруг той самой отметки. Официальная наука объясняет каждое событие отдельной причиной и не связывает их в единую катастрофу. Но сторонники теории затонувшего мира задают вопрос иначе. А что, если это были не независимые события, а последствия чего-то одного, крупного, что мы просто не умеем распознать в породе? Здесь в игру вступает еще один спорный, но интересный кусок данных. В отложениях по всему миру, датируемых разными периодами позднего плейстоцена, геологи находят тонкие слои с необычным составом, повышенным содержанием редких металлов вроде иридия и платины, микроскопическими стеклянными шариками, наноалмазами и следами очень высоких температур. Такие маркеры обычно связывают либо с падением крупного космического тела, либо с мощным взрывом в атмосфере. Наиболее известен спор вокруг слоя возрастом около 12 800 лет, связанного с началом резкого похолодания. Но отдельные исследователи утверждают, что похожие аномальные горизонты встречаются и в более древних слоях. Здесь важно быть честными. Ни один серьезный геолог не заявляет, что 50 тысяч лет назад цивилизацию накрыло космическим ударом. Для этого нет однозначных доказательств, и большинство маркеров имеют более прозаические объяснения. Но набор фактов создает почву для теории, что если некое масштабное событие, будь то извержение, удар или резкая перестройка климата, совпало с завершающей фазой подъема океанов и одновременно уничтожило и людей на суше, и следы их присутствия на бывших побережьях, логика сторонников этой версии строится так. Прибрежная цивилизация, если она существовала, была уязвимее любой другой. Она стояла у самой кромки воды на низких плодородных землях. Прибрежная цивилизация, если она существовала, была... Достаточно было одного сочетания факторов: климатического скачка, резкого подъема моря, возможно, гигантской волны, чтобы такая культура исчезла почти мгновенно. Выжившие бежали вглубь материка, потеряв дома, запасы, накопленные знания и большую часть населения. Через несколько поколений от прежней жизни остались лишь смутные предания о великом потопе, залившем землю. А физические следы, оставшиеся на затопленном побережье, за десятки тысяч лет были погребены под слоями ила и разрушены морем. И вот что придает этой картине зловещую стройность. Легенды о потопе есть почти у всех народов Земли. У шумеров, у индийцев, у народов Америки, Австралии и Полинезии. Долгое время это считали простым совпадением или заимствованием одного сюжета. Но если поднявшийся океан действительно поглотил обжитые побережья на глазах у живых людей, то эти легенды перестают быть выдумкой. Они превращаются в размытое, передаваемое из уст в уста воспоминание о реальной катастрофе. Остается один вопрос, который делает всю эту историю по-настоящему тревожной. Одно дело, когда следы стирает слепая стихия, и совсем другое, если утверждается, что кто-то или что-то приложил к этому руку намеренно. Именно на этом настаивает самая радикальная часть теории. Радикальная версия начинается там, где кончается стихия. Ее сторонники обращают внимание на одну странность, которую они называют неестественной частотой исчезновения. Обычно даже самые древние культуры оставляют по себе цепочку следов: керамику, орудия, остатки жилищ, кости, мусорные ямы. Археология десятилетиями восстанавливает целое общество буквально по осколкам. А здесь, если верить теории, речь идет о развитой прибрежной культуре, растянутой на тысячи километров побережий. И при этом нет ни одного бесспорного, признанного всем научным миром города возрастом в 50 тысяч лет. Слишком гладко, говорят сторонники версии, слишком аккуратно исчезла. Отсюда рождается идея, которую нужно назвать прямо. Это гипотеза, а не доказанный факт. Согласно ей, память о затонувшем мире была стерта не только водой, но и целенаправленно.
Здесь теория расходится на две ветви. Первая — человеческая. Она утверждает, что уцелевшие после катастрофы группы, придя на новые земли, сознательно переписали свое прошлое, объявили себя первыми людьми, приписали знания богам или предкам-героям и вычеркнули из памяти унизительную историю поражения перед стихией. Так, за несколько поколений реальная хронология превратилась в миф о сотворении мира. Вторая ветвь, куда более смелая. Ее приверженцы указывают многие древнейшие цивилизации, которые мы первыми, появляются словно из ниоткуда, уже обладая сложными знаниями. Шумеры сразу имеют письменность, математику и астрономию. Древние египтяне строят пирамиды с точностью, поражающей инженеров и сегодня. Отсюда делается вывод: эти знания не были изобретены с нуля, а унаследованы от предшественников, от той самой затонувшей культуры. А значит, между древним миром и нами лежит не пустота, а стертое звено. Но что именно могло стереть память планеты так тщательно? Здесь сторонники теории приводят свой главный аргумент, и он связан не с мистикой, а с самой природой воды и времени. Дело в том, что океанское дно — это не архив, а машина уничтожения. Соленая вода разъедает металл и кость, приливы и штормы перемалывают камень, ил и осадочные породы за десятки тысяч лет погребают все под многометровым слоем. Тектонические плиты сдвигаются, унося куски древних побережий в глубоководные впадины, куда не добраться никакой экспедиции. Иными словами, если и существовал материальный след цивилизации, у него было 50 тысяч лет, чтобы быть уничтоженным полностью. Не нужен злой умысел, достаточно самого могущественного стирателя из всех — планеты Земля. И вот здесь происходит ключевой поворот всей истории. Оказывается, у нас есть один способ проверить, лежит ли что-то под водой, и он уже начал приносить результаты. Речь о глубоководной гидролокации бокового обзора и о подводных дронах, способных картографировать морское дно с невиданной прежде детальностью. За последние годы такие аппараты составили карты обширных участков шельфа, и на них проступили русла древних рек, очертания затопленных долин, а местами — структуры, которые пока не получили объяснения. У берегов разных континентов гидролокаторы фиксируют на дне правильные линии, слишком регулярные для случайных образований. У берегов разных континентов гидролокаторы фиксируют на дне правильные линии и возвышения, слишком регулярные для случайных образований, пока ни одна из этих аномалий не признана рукотворной. Но именно здесь научный консенсус впервые дал трещину в пользу осторожности. Ведущие морские археологи открыто признают: затопленный шельф — это последняя большая неисследованная территория для изучения человеческого прошлого. По их оценкам, изучено меньше 1% подводных ландшафтов, пригодных когда-то для жизни. Все остальное — белое пятно. И это значит, что уверенное заявление «там ничего не было» держится не на находках, а на отсутствии поисков. Именно в этом главное открытие всей темы, и оно куда важнее споров о конкретной цивилизации. Оно в том, что мы построили всю картину происхождения человечества, сознательно исключив из нее самую большую и самую обжитую часть древнего мира — побережья, которые теперь под водой. Мы искали свою историю там, где удобно копать, а не там, где на самом деле жили люди. И если под слоями ила действительно скрыто утраченное звено, то стерла его не чья-то злая воля, а наше собственное нежелание туда заглянуть. Остается последний вопрос. Если завтра подводный дрон поднимет со дна предмет, который невозможно объяснить нашей нынешней хронологией, готовы ли мы будем переписать историю человечества с самого начала? Ответ на этот вопрос уже начал формироваться, и он оказался не таким сенсационным, как хотелось бы сторонникам затонувших цивилизаций, но куда более важным для науки. За последнее десятилетие подводная археология превратилась из маргинального занятия в признанное направление. В Европе появился крупный исследовательский проект по изучению Доггерленда. Ученые из британских и нидерландских университетов собирают образцы донных отложений, извлекают из них древнюю ДНК растений и животных и по крупицам восстанавливают ландшафт затонувшей равнины. Они уже определили, где проходили русла рек, где стояли леса и где, вероятнее всего, располагались стоянки людей. Это не поиск мифического города, это методичная реконструкция реального утраченного мира. Результат этой работы важнее любой громкой гипотезы. Он состоит в том, что научное сообщество признало сам принцип.
Значительная часть человеческой предыстории действительно находится под водой и требует изучения. Международные организации по охране культурного наследия внесли затопленные ландшафты в список территорий, подлежащих защите и исследованию. То, что еще 30 лет назад считалось фантазией любителей, теперь стало полем для серьезных экспедиций с государственным финансированием. При этом честный вывод требует развести две вещи. С одной стороны, твердо установленный факт: люди тысячелетиями жили на побережьях, которые затем поглотил океан, и огромный пласт их следов действительно скрыт под водой. Это подтверждено находками в Северном море, в пещерах Юкатана, у берегов Израиля. С другой стороны, недоказанная гипотеза, что среди этих затонувших поселений существовала развитая, технологически продвинутая цивилизация возрастом в 50 тысяч лет, память о которой была стерта. Для второго утверждения на сегодня нет ни одного бесспорного вещественного доказательства. Правильные линии на гидролокаторах, спорные структуры Йонагуни и Камбейского залива остаются именно спорными. Они могут оказаться и делом рук человека, и игрой геологии. Но именно в этом честном разграничении и заключается настоящая ценность всей истории. Она показывает, как работает наука на границе известного, не отвергая неудобные вопросы с порога, но и не выдавая догадки за факты. Легенды о потопе, найденные почти у всех народов, теперь читаются иначе. Не как случайный бродячий сюжет, а как возможное эхо реальной памяти о поднимавшемся океане, который на глазах живых поколений забирал Землю. Массовое вымирание животных, климатические скачки, узкое место в численности человечества – все это остается частью реального прошлого, независимо от того, была ли под водой цивилизация. Следствия этих открытий выходят далеко за пределы археологии. Изучение того, как быстро поднимался океан в прошлом и как это уничтожало прибрежные поселения, напрямую связано с сегодняшним днем. Современные города тоже на побережьях. Данные о древних скачках уровня моря помогают климатологам понять, насколько резким может быть подъем воды и что ждет нынешние прибрежные территории при таянии ледников. История затонувшего мира перестает быть только рассказом о далеком прошлом и становится предупреждением. Что же скрывают глубины на самом деле? Точный ответ пока никто дать не может, и в этом нет ничего постыдного. Изучено меньше процента затопленных ландшафтов, где когда-то могла быть жизнь. Все остальное ждет своих исследователей, свои дроны и гидролокаторы. Возможно, там не найдется ни одного города, а лишь стоянки охотников и кости древних животных. А возможно, однажды со дна поднимут предмет, который заставит переписать первые главы учебников. Но даже сама постановка вопроса уже изменила науку. Мы, наконец, признали, что искали свое происхождение не там, где жили наши предки, а там, где было удобно копать. И, пожалуй, главный урок этой истории прост. Прошлое человечества не заканчивается там, где кончается суша. Оно уходит под воду, в темноту и ил, где хранится молча уже 50 тысяч лет, и терпеливо ждет, когда его, наконец, решатся найти.